Привет, с вами Назарий, и в сегодняшнем видео мы поговорим немного про самообучение. Для меня эта тема была ключевой на протяжении всей моей жизни, и я думаю, что сегодня это также важно и для всех остальных людей, когда просто все вот так вот меняется на ходу. И очень важно брать и находить в себе силы, понимать вообще в целом, как это сделать, как самому обучаться. Самому я имею в виду без траты каких-то средств, при помощи каких-то доступных ресурсов, чтобы, не надо было нигде там учиться в плане каких-то заведений и прочего подобного. И да, как я сказал, это, по сути, то, чем я занимаюсь всю мою жизнь, потому что в том же университете я проучился год, и учился я на дизайн, но не то, чтобы это было прям что-то, что как-то сильно повлияло на мою жизнь. Ну, в плане моих знаний. Вот, поэтому все время я обучался сам и, собственно, хотел бы поделиться с вами теми моментами, которые я для себя отметил, которые мне кажутся важные. Тут не будет таких вещей по типу там тайм-менеджмента. Это и так понятно, что если ты хочешь чего-то там достичь, тебе надо в это вложить какое-то время, какие-то усилия. В принципе, это понятно. И я постараюсь тут без каких-то таких душных вещей по типу того, что надо иметь какой-то правильный подход к обучению, там просыпаться, учиться, чтобы с утра там лучше это запоминать. В принципе, если вам что-то такое интересно, то это не здесь, это скорее будут такие общие советы, у меня их накопилось по сути 9 штук, и мне кажется, что они достаточно необычные с точки зрения подобных видео. И первым моим советом будет внедрение системы, где вы сначала что-то делаете, потом это анализируете, затем подтягиваете теорию и повторяете этот цикл постоянно, пока вы не узнаете то, что вы хотели узнать. И если изначально у вас возникнет вопрос, слушай, а если я ничего не умею, как мне начинать что-то делать, тогда вы просто перескакиваете на этап с теорией и просто что-то учите, потом это делаете, вы сделали условно какой-то рендер, на котором вас мало что устраивает, но при этом вы попытались как-то там расставить свет, какие-то материалы, в целом, сделали то, что у вас получилось, и потом вы просто берете и как-то фиксируете себе, неважно, это будет какой-то список на бумажке или где-либо еще, те проблемы, которые, собственно, есть у вашего конечного вот этого результата первостепенного, да. То есть вы можете получить какой-то фидбэк от других людей, но самое главное — это просто сделать анализ того, что вы, собственно, сделали. То есть, условно, у вас есть какая-то сцена, вы видите то, что на ней плохое освещение, то есть, по сути, это и есть анализ, и затем вы идете, подтягиваете эту теорию, смотрите какие-то конкретные видео по вот этому вот недостающему элементу, повторяете этот цикл уже с новыми знаниями и смотрите опять на результат и делаете еще более точечный анализ. То есть, условно, если вы сделали сцену, взяли на ней, проанализировали то, что у вас там плохой свет, подучили какую-то теорию, вернулись опять, это сделали и увидели, что да, окей, в целом стало лучше, но вот такого вот элемента, как там у других ребят, которые мне нравятся, вот такого вот элемента, как у них, у меня нет. Что это за элемент? Возможно, это какая-то там, не знаю, подсветка какой-то конкретной точки там на объекте. Вы проводите этот анализ и идете дальше подтягивать свою теорию. Это не обязательно должны быть какие-то видео на ютубе, какие-то обучающие материалы. Это могут быть просто ваши наблюдения. То есть вы, по сути, можете вот эту теоретическую часть подтягивать с помощью своего наблюдения и своих умозаключений. Поэтому рекомендую сразу же. То есть если вы не хотите как-то себя насиловать тем, что вы будете там смотреть какие-то туториалы, шаг за шагом все повторять, а хотите просто сами во всем разобраться, потому что иногда это бывает достаточно комфортно. Вы включаете себе условно какую-то музыку и просто занимаетесь своими делами, без того, чтобы повторять за кем-то что-то. Вы это делаете анализ, потом подтягиваете какую-то часть, которая у вас не получается, и повторяете заново этот цикл. И я вас уверяю, это работает. Просто главное быть с собой честным, главное
получать вот этот вот финальный фидбэк от самого себя или от кого-то другого, что не так с вашей работой, и дальше уже работать над улучшением этих вещей с помощью данного цикла. Многие недооценивают копирование за другими людьми и считают, что это что-то плохое, но, на мой взгляд, это стоит делать, если у вас у самих что-либо не получается. Возможно, некоторые вещи будет сложно скопировать, банально из-за того, что мы не знаем, как человек сделал ту или иную вещь, но в каких-то ситуациях это все-таки помогает. Например, у вас есть какая-то работа, которую вы себе выкладываете в портфолио, вы абсолютно не понимаете, как ее подать. Идите, смотрите, как это делают другие люди, и можете просто первое время какие-то вещи, брать у них, брать у разных людей, как-то это совмещать до тех пор, пока вы сами, не наберете в себя вот эту массу знаний, которая у вас это все как-то обрабатывает, да, и когда вы сами не начнете уже делать что-то хорошее. То есть, по сути, вам сейчас главное просто дать своей голове понять то, что вы можете сделать какую-то вещь вот следующим образом. То есть, если вы будете изначально пытаться что-то выдумать, если у вас это не получается, то, скорее всего, вы застрянете на том моменте, что вы будете просто без конца повторять плохую вещь одну за другой, и, скорее всего, не сдвинетесь с места или очень долго это будете делать. Поэтому очень рекомендую смотреть на другие работы. Там, не знаю, если это какой-то, опять же таки, возьмем пример с освещением, вы сделали классную модель, не знаете, как поставить освещение, смотрите, как это делают другие люди, и просто делаете то же самое. То есть никто не патентовал там какие-то способы освещения для моделей. То есть это не, я бы не сказал, что это плагиат. То есть это скорее просто выведет вашу работу на какой-то стандартный, хороший уровень. А чтобы сделать уже что-то большее, вам нужно пройти вот такие этапы. И потом уже, когда вы сможете сами к чему-то прийти, вот тогда уже, наверное, эта работа станет прям, выдающейся в какой-то степени, потому что какие-то приемы вы мало того, что придумали сами, так и конечный результат при этом остается все еще хорошим. Так как самообучение — это в большей степени поиск какой-то информации, очень важно уметь делать это, скажем так, не то что эффективно, но просто как минимум получать тот результат, который вы хотите найти, потому что это не всегда получается сделать каким-то очевидным способом. И в данной ситуации я сталкивался очень часто с таким моментом, то что люди у меня в комментариях спрашивают, как сделать ту или иную вещь, но при этом у меня возникают вопросы, то есть, почему вы там, не поищете это или что-то в этом духе, да, и в этот момент есть такая вещь, как поиск по каким-то схожим свойствам, по схожим характеристикам. То есть, если вы не знаете, как сделать какую-то вещь, вы уже поискали, как это сделать, и вы все равно ничего не нашли, ищите по схожим каким-то примерам. Например, опять же таки, вы хотите сделать всплеск воды в симуляции, там, да, но вот вы искали, но вы ничего не нашли. Там туториалы есть, я как бы уже смотрел, но тем не менее, предположим, то, что вы ничего не нашли, и вам все равно надо это как-то сделать. Хорошо, давайте подумаем, какие схожие вещи в этом плане есть. Мы можем поискать конкретно, как делать симуляцию воды, как, не знаю, в целом общие какие-то видео по симуляциям там в Blender или какой-то другой программе. Мы можем посмотреть там, как делать материал воды, и, возможно, в этом видео вы найдете способ, с помощью которого человек, собственно, сделает саму симуляцию. То есть вы можете еще искать какую-то информацию с помощью вот таких вот косвенных вещей, которые, в той или иной степени касаются того материала, который вам нужно выучить. Поэтому вот если вам что-то не удается найти, попытайтесь поискать какие-то вещи похожие, и, возможно, там или же, не знаю, в каком-то подобном видео вы сможете найти именно то, что вы искали. Вот, поэтому, да, не забывайте, конечно же, о таких вещах, о чуть более глубоком поиске информации. Данный пункт будет очень полезен для тех людей, которые
находили туториал по одной программе, но не находили его по той, в которой они, собственно, это все будут реализовывать. То есть, условно, у меня часто такое возникает, то что перед тем, как сделать какой-то туториал на YouTube, я пытаюсь собрать как можно больше информации, просто чтобы чуть более компетентно это все подать. Но это далеко не всегда получается, потому что некоторые туториалы, они просто для блендера не существуют в природе. И я нахожу их там условно по синими, например, да. И когда я смотрю его, я пытаюсь вспомнить, а есть ли такая вещь в блендере. То есть эта часть самообучения, она такая более уже подробная. Если вы находитесь в каком-то софте, но не можете найти туториал для него, попытайтесь поискать что-то похожее для другого софта, и, возможно, по тем параметрам, которые будут применены там, вы сможете весь этот опыт перенести на, собственно, на свой софт. Там в блендере я бывало пытался повторять какие-то симуляции, которые, ну, туториалов, которых для блендера не было, но я видел, что это есть в Cinema. И я пытался как-то цепляться за то, что там в том видео было. Там, если автор это делает с помощью симуляции, хорошо, давай посмотрим, как называется эта симуляция. Там, она называется как-то, не знаю, как-то похоже на то, что есть в блендере. Хорошо, давай попробуем сделать это в блендере с вот этой вот симуляцией, которую я предполагаю. То есть вот такие вот моменты, которые есть общие между всеми программами, они всегда присутствуют. Их надо просто осознать и понять, можно ли это хотя бы в какой-то степени повторить в той программе, в которой это делаете вы. И зачастую даже у меня бывало такое, то что я все-таки находил какие-то похожие параметры, что есть условно в Cinema 4D, я находил их в блендере. И оно не всегда работало ровно так же, но хотя бы я понимал то, что я иду в правильную сторону просто за счет того, что я пытался найти какие-то вот эти общие ниточки, которые есть и тут, и там, и зачастую с какими-то доработками оно получалось в конце, ну, плюс-минус так, как мне это и надо было. Декомпозиция. Это, наверное, один из самых важных вообще пунктов в этом моем скромном списке. Почему? Потому что, когда вы пытаетесь учиться почему-то, неважно, будь то референс, будь то чья-то работа, вы там применяете мои предыдущие пункты, которые я упомянул, когда вы берете чью-то работу или там какую-то другую картинку, и вы учитесь по ней, декомпозиция в этом плане, она очень полезна, потому что вам не нужно смотреть на картинку целиком пока что, иначе вы не поймете, за что хвататься. Возьмите, разделите ее на какие-то ее составляющие, на вот этот вот рецепт, из которого она сделана. Пусть даже это будет не так точно, как бы вам хотелось, но постепенно, с помощью итераций, вы придете к тому, что из чего состоит эта картинка. И, ну, почему я говорю картинка, потому что все-таки у меня канал про 3D, и, скорее всего, вы тоже смотрите это все, потому что вы делаете какие-то рендеры. Вот, и да, и когда вы берете и декомпозируете какое-то изображение, вы его спокойно можете визуально попытаться разделить на составляющие по типу объектов, материалов, освещения, ну, возможно, еще каких-то приемов там отдельных постобработки и прочих вот подобных вещей. И когда вы декомпозируете всю вот эту вот историю, разбирая ее на части, вам становится куда проще, и вы не теряетесь в том, что нужно сделать. Это очень важный совет, просто чтобы в конечном итоге не запутаться с тем, что у вас есть. Давайте поговорим еще про исследование исходников. Здесь, в этом плане, это могут быть исходники как каких-то работ, так и исходники референсов. В первом случае, когда мы говорим про исходники каких-то работ, файлов, очень полезный момент, когда вы, ну, пытаетесь как-то получить те самые файлы, которые вам нравятся, то есть вы увидели какую-то картинку, написали автору, попросили у него какие-то исходники, я тоже так делал, и я могу вас уверить, это тоже очень полезно. Вот, и когда вы так делаете, получаете вот эти вот исходные файлы, вы можете взять и, опять же таки, сделать декомпозицию, разобрать, что находится в этих файлах, из чего он состоит, как это сделано, как тот или иной трюк, который вводил вас в заблуждение, как он реализован. И, например, на том же сайте Blender там достаточно большое количество есть демо-файлов, поэтому я очень рекомендую взять и, ну, попробовать поискать
объекты, по которым вы сможете учиться. Вот эти сцены. Я лично у себя в Телеграме очень часто скидываю какие-то свои исходники, я их как продаю, так и скидываю. Зачастую у меня нет такого, то что если у меня сцена продается, то я не могу ее бесплатно скинуть, и зачастую, если меня просят, то я просто скидываю, потому что понимаю, насколько это полезно, когда ты имеешь прямой доступ к исходнику. Вот, поэтому используйте этот момент, попытайтесь находить такие исходники, буквально так и пишите, там, source-файлы и прочее. Вот, а второй момент — это по поводу исследования исходников референсов. Это тоже очень важный пунктик, потому что если вы пытаетесь повторить какой-то, например, материал, вам надо взять этот исходник, буквально там вы делаете траву, сходите потрогайте траву. Посмотрите, как она вообще выглядит, сорвите травинку, как она работает со светом, какие на ней есть жилки, насколько зеленый цвет на ней есть, и просто перенесите это на свою работу, заметьте, как это все станет лучше, и ваши работы станут реалистичнее, более понятные. Вот, и просто исследуйте то, что вы делаете, это очень важно. Зачастую, когда мы еще ничего не умеем и ничего не знаем, нам очень как тяжело, так и легко делать какие-то эксперименты. Почему тяжело? Потому что мы банально не можем получить тот результат, на который мы рассчитываем, да, а легко, потому что мы можем натыкать что угодно и получить какой-то результат, опять же таки, который нам неизвестен. Поэтому эксперименты, они сами по себе тоже являются какой-то частью моего канала, потому что я очень часто экспериментирую и пытаюсь что-то с чем-то смешать. У меня бывают какие-то вопросы в голове возникают, а что если сделать вот так вот? И я иду, сразу это проверяю, и иногда это приводит к просто ошеломляющему результату. Например, вот это видео с дисперсией, которое у меня набрало больше 100 тысяч, по-моему, даже 110, что ли, тысяч просмотров, оно было сделано просто за счет эксперимента. То есть в тот момент я не сидел, не думал, так, если вот взять вот эту ноду, соединить ее с этой нодой с помощью математики, мы понимаем, что это... Я так и не делал. Я просто взял и соединил. И у меня это получилось, я обалдел, думаю, давай запишу видео. Я его записал, и это дало свой результат. Поэтому нельзя говорить то, что какие-то бездумные вот эти вот тыканья пальцем в небо, они не работают, они работают. Вы получаете, во-первых, какой-то фан, вы себя не нагромождаете вот этими попытками добиться какого-то результата, что-то повторить, вы просто получаете веселье, и просто получаете какой-то результат, который у вас в голове откладывается, и потом вы вспоминаете, так, я тут сделал вот это, получил в конце вот это. Это не всегда так, но зачастую у вас это будет происходить, поэтому очень рекомендую экспериментировать, просто по фану что-либо с чем-то сделать, потому что без таких вот экспериментов у вас ничего нового, скорее всего, не получится. Когда я учу какую-то новую программу для себя, это всегда такой челлендж, потому что я начинаю вспоминать, как я учил какие-то другие свои вещи. И самой первой, наверное, программой, которую я в целом для себя выучил, на том уровне, который мне нужен был, это Photoshop. И я вот когда учил Blender, потому что в 3D я заходил достаточно долго, я еще в 2015 году пытался что-то делать, потом были какие-то попытки потыкаться в это все, и там только в 2020 году я плюс-минус серьезно начал этим заниматься, и уже спустя какое-то время, выучил это. Сейчас у меня то же самое с Unreal. Unreal — огромная просто программа, и из-за таких вот вещей я всегда вспоминал, а как я учил что-то другое, когда вот у меня просто руки хотят там опуститься, потому что я понимаю, что, это очень тяжело, я не понимаю, за что хвататься, я не понимаю, как усваивать эту всю информацию. Вот, и я думал, а как я это делал? И просто понял то, что я ничего не зубрил. У меня никогда такого не было, то, что я сел, вызубрил какую-то теорию, и потом просто вот уже это знал и это применял. Никогда такого не было. Было только то, что я хотел что-то сделать, я смотрел, как это сделать, я, собственно, это воспроизвел и что-то уже запомнил. И вот так вот по каким-то кусочкам
Я учил, собственно, софт, который я знаю, и вы наверняка сталкивались с таким мнением, то, что надо покупать курсы, потому что там все систематизировано, вы будете знать то, что вам нужно, и, в принципе, в конце уже будете каким-то уверенным пользователем. Но, честно говоря, у меня никогда такого не было. Все, что было, это, да, я прошел как-то курс постепенно, вроде бы все классно, все собрано, но в конечном итоге не то, чтобы я как-то мог еще что-то сам сделать, помимо того, что было в курсе. Это, наверное, просто такая общая проблема всех вот этих вот вещей, потому что когда ты ищешь сам информацию, когда ты это делаешь по кусочкам, ты больше заинтересован в этом, ты в конечном итоге больше запоминаешь, и это больше тебе стимул самому как-то развиваться в этом. Вот, поэтому я очень сильно рекомендую не пытаться все вызубривать, потому что вы все равно это забудете, а просто ищите то, что вот вам интересно в данный момент, и потом, через какое-то время, это все уже соединится, и вы сможете сказать то, что да, я знаю этот софт, при этом я его знаю не на уровне того, как пройти какие-то базовые вещи, ну, знаете, там, шаг за шагом, а я его знаю, как взять из вот этой ситуации, решить там, ну, вот эту вот проблему в этой ситуации, да? То есть вы знаете его очень многогранно. И даже когда я начинал записывать видео на YouTube, не было такого, чтобы я мог сказать, что я прям уверенный пользователь блендера. Нет, я брал какую-то информацию, которую я плюс-минус понимал, что-то доучивал и записывал такой вот прямой, коридорный, назовем это тогда, туториал. И в целом это приводило к нужному результату. Но я не сказал бы то, что я был каким-то прям экспертом, но тем не менее это работало даже в записи видео. И последний совет, он больше будет мотивационный, но тем не менее все еще совет. Вам нужно пройти точку невозврата. Это звучит странно, но что я имею в виду? Когда вы только начинаете что-то учить, вы постоянно страдаете от того, что вам что-то непонятно, у вас падает мотивация, что-то не получается, и вы хотите просто это все забросить. И опять же таки много экспертов говорят в интернете, то, что вы должны делать там то, что у вас уже там получается, то, что вам нравится, даже если у вас не получается. В целом с этим можно согласиться, но, наверное, не на таких ранних этапах, как когда вы что-то учите, потому что человек, как по мне, он всегда пытается идти по пути наименьшего сопротивления, и это нормально, то, что изначально вы ничего не знаете, у вас ничего не получается, и вам не приносит это удовольствие. Это нормально. Почему вы должны получить это удовольствие? Конечно же, есть какое-то удовольствие от самого процесса, но будем честны, это не работает далеко не всегда. Поэтому, если у вас что-то не получаете... Почему я говорю не получаете? Не получается. Если у вас что-то не получаете, не спешите это забрасывать, потому что у меня есть такая теория, то, что есть определенная точка невозврата. Что это означает? Когда вы уже накопили какую-то часть информации, которую вы, собственно, хотели накопить, у вас уже появляется такое ощущение, как будто бы вы себя не заставляете заходить в эту программу, а вот вы понимаете то, что вы можете зайти туда и уже что-то сделать. То есть у вас уже есть какие-то знания, еще не полноценные, но уже достаточные для того, чтобы самому пытаться находить какую-то информацию, самому решать свои проблемы и делать какие-то предположения. Потому что изначально вы что-то делаете, сталкиваетесь с проблемой, и вы вообще не понимаете, в какую сторону думать. А после прохождения точки невозврата вы уже понимаете, так, вот эта проблема теоретически может быть связана с этим. Вот, и именно уже с этого момента, когда вы понимаете, что да, я уже наконец-то что-то осознаю, что-то понимаю в этой программе, вот тогда вы уже начинаете получать в основном удовольствие. Поэтому пытайтесь искать такую вот точку в себе. У меня это, опять же таки, было прям во всех программах, и в том же Unreal мне понадобилось достаточно много времени, на самом деле, около 2 лет, чтобы просто начать понимать то, что я уже не теряюсь в том, что я пытаюсь сделать. Вот, так что, да, попытайтесь не забрасывать то, что вы уже начали, и просто поймите, что надо что-то подучить, чтобы появлялась мотивация что-то делать, что-то пытаться создавать. Вот, и в целом это все. Я надеюсь, что эти советы были для вас полезны.
они, опять же таки, наработаны чисто моим опытом. Это не какая-то информация из интернета, которую я там пытался конвертировать в видео. Поэтому да, если вам понравилось это видео, если вы готовы оценить тот труд, который я вложил в него, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, заходите ко мне в Telegram. Там у нас достаточно большой чат, там 500 человек, и точно кто-то вам поможет в каком-то моменте, который вам непонятен. Поэтому, да, с вами был Назарий. Всем пока.